Ухелянд бежал с окраины. Дамы и господа, адекватный люд, всем салют. Рад, что посетили мой каналчик Log 360. Меня зовут Сергей. Те, кто не знал, я являюсь автором этого канала, и не только этого. Вот это музыка, это влоги с дороги. Можно посмотреть рыбалку, дачу, покатушки, отели. Если интересно, присоединяйтесь, буду очень рад. Вам не трудно, мне приятно. Не понравится, подпишитесь. За уши никого не притягиваю. Также вот тут вы видите QR-код для телеграм-канала. Можете оставить свое мнение. Случай, свидетелем где-то вы стали, ссылочку выслать, и мы вместе с вами снимем ролик. Маленький каналчик, да, вот такой маленький. Но зато дает свои плоды. Уже несколько роликов я снял благодаря этому каналу. Спасибо огромное подписчикам. Ну и что, теперь нашел такой ролик в соцсетях, как украинский беженец рассказывает в Норвегии. Окей, за Норвегию много говорить не буду, я там не проживаю, но я знаю, знакомых живут очень много. Благодаря украинцам Норвегия стала жить лучше, поднялась, расцвела, в общем. Ну, за Германию это не скажу точно. Давайте за Норвегию послушаем, все равно интересно. Ну и сравним. За счет украинцев норвежцы стали жить лучше. Я думаю, вы со мной согласны. Нет, вот совсем мы не согласны с тобой. И поддержите меня в комментариях. Но вот меня можете поддержать в комментариях. Я буду очень вам благодарен. Объясню почему на примере своей коммуны. В нашей коммуне закупили много квартир для сдачи украинцам. То есть даже если украинцы потом уедут, квартиры останутся все равно норвежцам. Стоп. Ага, украинцы уедут, квартиры останутся норвежцам. Но норвежцы сейчас проживают где-то. Кстати, не забывай, почти у каждого норвежца имеется еще свой дом, как дача. Не у всех, но 80%, как и у шведов. А у многих по 2. То есть жить есть им где, поверь. А вот останутся пустые квартиры, кто туда будет въезжать, это другой вопрос. А это все надо обслуживать. Так, слушаем дальше. За счет украинцев, которые приехали, сейчас их дети ходят в школы, ходят в детские садики. То есть, соответственно, эти детские садики и школы не сокращают и не закрывают. Соответственно, есть рабочие места для норвежцев. Ну а вот я тут немножко с тобой поспорю. Например, когда эта вся заварушка началась и поперли сюда беженцы толпами, да? В Германии стали сокращать. Стали сокращать, например, в школах обеды детям до 3 класса. Нету больше бесплатных, а раньше были. Пенсионерам денежку ужилили. 40 или 45 евро с следующего года будут меньше получать. А почему? Потому что денег не хватает. Так как дай. Зеленый Гринч, укравший Рождество, просит, а финансировать надо. А где деньги брать не знают. Вот. То есть, я думаю, кто понимает, тот понимает, что действительно за счет украинцев сейчас оживили, можно сказать, села. Ну, чаек только не смеши, да, оживили. Кстати, раньше было очень спокойно и хорошо, это было прекрасно, да. Кто хочет руя, приезжал туда, и все спокойненько было. Кто хочет рамба-цамба, все в городе сидели и жили, и также все хорошо. Потому что порасселяли украинцам по селам в основном. Не знаю, что будет с нами дальше, этого пока никто не знает. Все может решиться в самый последний момент. Ну как это не знают? Все знают, законы вводят довольно хорошие, все будет хорошо. Ну для кого, не знаю, правда. Но я думаю, что если украинцы уедут, то экономика очень сильно начнет падать. Поверь мне, она не будет падать, она будет расти. Так как в Германии, по крайней мере, в минимум около 4000 обходится семья городу, штату. 4000. Сколько проживает? Посчитайте это сами все. Также по статистике сейчас 27 тысяч украинцев работает. Между прочим, чтобы вы понимали, из 80 тысяч мы откидываем там детей, да, откидываем стариков, откидываем инвалидов. То есть 27 тысяч это очень огромная цифра. И вы представьте, вот если вот этих вот всех 27 тысяч отправить в Украину одним днем, то что будет потом? Их так быстро не получится заменить и найти новых работников. Получится, поверь мне. Есть даже поговорка такая, да. А, кстати, конкуренция, когда есть много, как это назвать-то по-русски правильно-то, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. В общем, те, кто хотят работать, много народу, но мало работы, тогда падает зарплата. А если бы не было такой конкуренции,
выбирать из рабочего класса было мало выбора, то они бы поднимали ставку тогда и давали больше часовую оплату. Так что вот тут ты тоже чушь полную гонишь. Ну, то есть, я думаю, вы должны сами понимать, что будет коллапс. И я уверен, что что-то будут думать, что-то будут придумывать с этим. Но в любом случае, поживем, увидим. Пишите в комментариях, что вы думаете. Да, ребята, напишите в комментариях, что вы думаете. Мне тоже интересно. Только не ему, а мне напишите. Буду очень рад. Коллапса никакого не будет. Все встанет на свои круга. И заживет опять мир. Как раньше жил. Спокойно. Без суеты, без дай-дай. Всякие заворачивания в лаваш. Скакание, скачание по площадям. Будет все хорошо. Напишите мне, пожалуйста. Мне очень интересно ваше мнение. Также не забываем подписываться на этот каналчик. Вы все ссылки найдете в описании под этим роликом. Буду очень рад. Всем добра, удачи.